Вот такой аппетитный простой ужин я сегодня сделал. Макароны с фаршем. Подавать я буду с кетчупом. Посмотрите, как аппетитно все это выглядит. Делается очень просто. А если вы желаете узнать, как я сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я буду делать блюдо по многочисленным просьбам моей семьи. Это просто макароны с фаршем. Мои пацаны это любят и уже стали критиковать меня, почему я давно это не делал. Делать очень легко. Видео будет очень коротенько, но я надеюсь, что я вам подкину идею сделать то же самое, почему бы и нет. Я, ради бога, никого учить не хочу на моем канале, я просто с вами делюсь то, что я делаю у меня в доме, и, может быть, я вам подкидываю тоже идеи сделать то же самое. Или, если вы такого не знали, как это делать, то посмотрите, может быть, я чему-то вас научу. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Итак, в первую очередь я поставлю макароны вариться. У меня такая пачка макаронов. Они варятся по инструкции 6-8 минут. Поставим их вариться. То есть вначале мы воду поставим. Добавим соль в воду. Добавляю масло. Накрываю, поставлю вариться. И как закипит, я туда добавлю мои макарончики. И буду варить 6-8 минут, потом их отцежу. Так что пускай это идет у нас на газ теперь. Итак, сейчас я нарежу сразу же лук. Я взял большую луковицу. У меня музыка играет, почтальон бросил почту мне в двери. И практически то, что мне надо, все это здесь у меня уже на столе. Буду пользоваться двумя видами фарша, говяжий и свиной. Я делаю все на глаз, но фарша у меня здесь 250 и 250 так, в пакетах. Теперь мы это сейчас начнем жарить. Здесь моя любимая сковородка. Сейчас я брошу немного сливочного масла. Включаю газ и добавлю растительное масло. Растительное масло для того, чтобы сливочное масло не подгорало. И, конечно, когда уже мы сюда добавим макароны в конце и посмотрим, если надо, то мы еще сливочное масло добавим. Потому что макароны любят масло, и они возьмут очень много, в себя впитают. Так, теперь я добавляю фарш. И в первую очередь нам надо хорошо фарш пожарить. Сейчас я солить сразу это не буду, потому что иначе у нас будет очень много жидкости здесь. Надо, чтобы все это пережарилось. И, конечно, я попытаюсь сейчас ломать брикетики фарша. Фарш еще отдает сюда влагу, то есть воду, так что надо, чтобы это немножко испарилось. Так, на этом этапе я сейчас добавлю порошок паприки. Перец молотый. И порошок чеснока, молотый чеснок. Я думаю, что теперь можно добавить и наш лук тоже. Делается очень легко, и, честно говоря, это блюдо очень хорошо пойдет для студентов, кто живут в общежитии. У кого мало времени, делается это очень сравнительно быстро.
Так, сейчас пока это у нас потихонечку жарится, мы порежем укроп. Здесь у меня свежий укроп. Люблю добавлять укроп везде. У меня в семье не все это любят, но я их пытаюсь приучить, потому что семья у меня английская здесь, кроме меня. И они всегда смотрят на меня, что у меня крыша поехала, что я везде укроп добавляю. Укроп добавим уже в блюдо в последнюю очередь. И так мы сейчас пережарим, и посмотрите, сколько уже жидкости все это сюда дало. Я сейчас чуть-чуть подсолю тоже. Вот так. Много солить не надо, потому что это соль добавляем сюда по вкусу. Лучше не досолить, чем пересолить, потому что когда вы уже сядете за стол, то всегда можно еще добавить соль. Так что теперь мы это должно все пережарить. Итак, фарш я накрыл крышкой, чтобы немножко протушился. У меня вода закипела. И сюда мы сейчас добавим наши макаронные изделия, в моем случае макароны. Сразу же говорю, я никого не хочу учить, а может быть то, что я показываю, это пригодится для молодых, потому что я помню по себе, когда я был молодым студентом, пошел в медицинское и жил в училище, и жил в общежитии, то иногда мы учились все делать. И сейчас в то время интернета не было, мобильников не было, так что сами учились или принимали опыт у других студентов. А сейчас мир интернета, может быть, кто-то не знает, как макароны варить, сразу показываю, как макароны я варю. Так что вода закипела, хорошо все помешаем. Накрывать я больше не накрываю, потому что иначе все это сбежит. И как сейчас закипит, мы отсчитаем время 6-8 минут, то что понадобится. Итак, макарошки у меня сварились. Варил я 6-8 минут. Для молодых, кто только учится готовить, когда вы допустите макароны в воду, время от времени помешивайте, иначе они слипнутся или прилипнут к стенкам кастрюльки. Теперь только отсадить и... Так, фарш у меня здесь хорошо пропарился. О, какая прелесть. И теперь наши макароны мы отправляем сюда в фарш. И мы добавляем еще масло сливочное. Потому что, как я вам сказал, что макароны любят масло. И вся жидкость, что там есть, была на сковородке, все это сейчас впитается очень быстро в макароны. И сюда теперь добавляю наш укроп. Все это как следует сейчас перемешаем. Я накрою и пускай потихонечку минут 5 так тушится. Этим временем все фарш с макароном, они обменяются своими вкусовыми качествами. Или один блогер на YouTube говорит, что они подружатся друг с другом. Так что минут 5 мы сейчас так пережарим. И тогда можно будет выключать газ, и тогда через 10 минут можно уже подавать. Вот такой аппетитный ужин у меня получился сегодня. И подавать я буду с кетчупом для себя, а некоторые могут с майонезом. Это на желающих. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно сделать. Это, честно говоря, ужин студента. Делается очень легко и бюджетно. Подавать я буду для себя, я уже поставил кетчуп, а некоторые у меня любят с майонезом.
А на этой аппетитной ноте хотел с вами попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. И всем крепкого здоровья, а также всем мирного неба. Приятного аппетита и